Привет, друзья! Хочу поделиться с вами сегодня одним замечательным приложением, которым пользуюсь сам вот уже 2 года. Это приложение «Погода М8». Простое, понятное и доступное, оно имеет множество настроек, информация о текущих погодных данных, прогнозе на ближайшие 2 недели и многое другое. Найти его можно в Google Play Market. Ссылку на данное приложение я оставлю под видео. Кому интересно, можете пройти, скачать, установить на телефон. Приложение очень интересное, очень точное. И то, что я пользуюсь им 2 года, говорит уже о многом. Ну, давайте откроем приложение. После установки даем все требуемые разрешения. Выбираем свой город, селение. Я выбрал Харьков. Можно поставить автоматическое определение местоположения, а также добавить еще город для получения информации о погоде в этом месте, нажав плюс в левом нижнем углу. Вот. Здесь выбираете свой город, населенный пункт, либо, как я сказал еще раз, автоматическое определение местоположения. На главной странице видим полную информацию о погоде, осадках и почасовой прогноз от 4 до 14 дней, в зависимости от поставщика погоды. Ежедневный прогноз на сегодня и последующие 14 дней, качество воздуха и метеокарту. Подробное описание о текущей погоде в виде небольшой таблицы. Вот она внизу, подробности. Ветер, влажность, видимость, индекс ультрафиолета, восход-закат, часовой пояс, давление, осадки, долгота дня, высота над уровнем моря и ощущаемая температура. Теперь вы должны выбрать источник обновления погодных данных, нажав внизу справа шестеренку. По умолчанию у меня стоит AccuWeather. Также под шестеренкой есть вертикальные 3 точки, нажав на которые вы попадаете в небольшое меню, где можно посмотреть фазы Луны, поделиться с друзьями и знакомыми полным погодным графиком вашей местности, настроить виджеты часов с погодой, которые встроены в приложение, зайти в настройки и получить помощь. Кстати, по умолчанию у меня установлен вот такой виджет на экране, вы видите. Виджетов очень много. В принципе, давайте посмотрим, что за виджеты нам предлагают. Вот, погода М8. Есть виджеты вот такие вот. То есть выбираете виджет любой, какой вам понравится, и устанавливаете его себе на главный экран. Настроек очень много. Давайте перечислю самые основные. Зайдем в настройки. Это язык. Здесь можно выбрать любой язык, какой вам нравится. Украинский, русский, славянский, английский, язык Нидерландов. Далее тема: светлая, темная. Местоположение, автообновление. Также можно выбрать интервал обновления. Здесь интервал обновления от 30 минут до суток, то есть до 24 часов. Я поставил 30 минут. Далее тихие часы, источник обновления, качество воздуха, единицы измерения температуры, давления, скорость ветра, видимость и осадки. Давайте зайдем в источники обновления и посмотрим, от каких источников мы можем получать самый точный прогноз погоды. То есть, как видите, здесь предоставлено достаточно много поставщиков, но я себе выбрал все-таки AccuWeather, так как за то время, которое я пользуюсь данным приложением, погода наиболее точная, наиболее информативная. Мне нравится прогноз
от данного поставщика. Иконки погоды встроены в приложение 3 вида. Вы же можете скачать дополнительные иконки в Play Market от этого изделия. Они называются иконки погода М8. От выбора иконки будет зависеть вид вашего погодного виджета. Виджеты встроены в приложение в количестве 11 штук. Искать их надо в виджетах в режиме редактирования рабочего стола. Щипок по экрану, либо долгое нажатие на пустом месте. Ну, я вам показывал, допустим, к примеру, давайте, вот я нажал на главном столе. Оп, и у меня появились виджеты. Вот они еще раз, погода М8, эти иконки. Некоторые виджеты можно настроить, то есть настроить на показ будильника, даты и времени обновления погоды. Вот как сейчас, вот как данный виджет у меня. Вот он находится, который я нажал. Можно его увеличить, можно его уменьшить. Настроить часы, выбрать формат времени 12 либо 24. Можно сменить шрифт и цвет часов, их размер. Поменять формат даты, ее размер и шрифт. Цвет текста, его размер и шрифт, выбрать шрифт текущих данных и его размер, а также размер иконки текущей погоды. Настроить фон виджета. Еще у приложения есть замечательная, на мой взгляд, фишка. Можно настроить нажатие на области виджета. Сейчас я вам это покажу. Заходим в погоду. Далее выбираем виджеты. Можно настроить на часы, на дату, иконку погоды и температуру. Можно установить любое приложение или игру из установленных на вашем устройстве. То есть здесь вы можете подстроить виджет так, как вам нравится. То есть показывать тень текста, цвет текста, шрифт текста, размер текста можно выбрать. Показывать название города. Размер иконки текущей погоды. Далее настройка нажатия на области виджета. Часы. Дата. Иконка погоды. Температура. Показывать фон виджета. Ну, я же для себя оставил такой виджет, какой у меня и был. То есть, еще раз, я выбираю. Раз. И все. Виджет у меня установлен. Для тех, кто предпочитает минимализм на рабочем столе, такой виджет просто находка. Но для того, чтобы настроить виджет, вы должны установить его на рабочий стол, а потом уже производить все манипуляции по настройке. Если вам нравится оболочка MIUI, попробуйте приложение Погода М8, которое выглядит и работает как погодная утилита из этой операционной системы. Но приложение работает на любом устройстве под управлением Android. Подводя итоги, скажу, что приложение умеет отображать прогноз на неделю, содержащий информацию об осадках, облачности, максимальной и минимальной температуре. Для любителей более детальных сведений есть специальный раздел с показаниями влажности, силы ветра, давления, индекса ультрафиолетового излучения и так далее. Погода М8 имеет простой и чистый интерфейс, который просто не может не понравиться. В приложении предусмотрена возможность переключения между светлой и темной темами оформления, а также несколько наборов иконок. Погодные данные программа может получать сразу из нескольких источников. Чтобы не открывать каждый раз основное окно программы, можно разместить на рабочем столе специальный виджет, который также умеет показывать время, дату и события из календаря. Я снял это видео на данное приложение не потому, что это реклама, а потому что данное приложение очень мне понравилось. Как я говорил в начале видео, я им пользовался 2 года, и оно зарекомендовало себя отлично. Погода всегда точная, информативная, поэтому я решил сделать видео на данное приложение. Если вы знаете какое-то другое приложение, более точное, более интересное, жду ваших предложений в комментариях. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи вам, друзья!